Теперь нужно закончить моделирование книжного шкафа, добавив детали к элементам отделки по бокам и на дверце шкафа, затем продублировать весь объект, чтобы получить окончательную форму. То есть все, что у нас здесь справа, должно быть и с левой стороны. Это на самом деле довольно простой процесс, который делается с набором инструментов моделирования. Выбираю Multi-Cut, удерживаю Ctrl и хочу добавить петлю ребер точно в середине. Затем делаю клик средней кнопкой мышки, что добавит эту петлю ребер на всем протяжении и разделит объект таким образом. Иду в объектный режим, выбираю этот другой элемент отделки и делаю то же самое, просто нажимая среднюю кнопку мышки и добавляя такое подразделение. Далее я собираюсь выбрать две поверхности по этой передней средней части элемента отделки, чтобы затем выдавить их. Начну с перехода в опции Offset и добавления смещения. Я хочу, чтобы это было разделено посередине, так что назначу Offset на 1,5. Спускаюсь сюда и выключаю Keep Faces Together, удерживать поверхности вместе. Сейчас так включено по умолчанию, что будет выдавливать вместе обе части, как единое целое. Если просто нажму здесь, отключая это, вы увидите, что на самом деле происходит разделение и создается новая версия этих двух поверхностей, и они втянуты внутрь по отдельности. Следующее, что я собираюсь сделать, снова экструдировать эти поверхности, установив offset на этот раз на 0,5. Немного зумирую сюда, выбираю параметр Local Translate Z и подталкиваю внутрь на минус 0,3, что скосит и вдавит эти поверхности. Применяю экструзию еще раз к этим поверхностям и еще раз назначаю offset минус 0,5 на этот раз. Получив это, снова выдавливаю наружу с Local Translate. Устанавливаю этот параметр на 0,4 и вот то, что получаем. Такие скошенные поверхности, чтобы сделать это немного более похожим на профили отделки дверей шкафа. Теперь перейдем сюда и очень быстро повторим тот же самый процесс. Устанавливаю здесь offset на 0,5, выключаю удерживать поверхности вместе, снова выдавливаю с Local Translate Z на минус 0,3 и с тем же offset. Затем снова Extrude Local Translate Z равное минус 0,3. Подготовлено клубом «Перевод всем». Теперь собираюсь сделать то же самое с дверцами шкафа внизу, и сейчас возвращаюсь сюда, когда все это уже готово. Итак, мы снова здесь, и можете видеть, что я проделал те же действия, чтобы получить более интересную форму дверей. А сейчас нужно добавить петли вдоль этих сторон. Это будут по сути очень простые цилиндры. Для этого нужно будет создать один примитив цилиндра, поместив его таким образом в край проема и продолжить доработку инструментом масштабирования. Масштабирую на уменьшение, так как эти петли на самом деле довольно маленькие. Уточняю их по высоте. Так будет хорошо. И остается расположить эту форму вдоль края двери, как-то так. Давайте перейдем к виду спереди и еще немного уточню положение петли. Далее я собираюсь выбрать все боковые поверхности цилиндра. Снова используем инструмент Connect, чтобы добавить дополнительные петли ребер, которые нужны, чтобы петля выглядела состоящей из нескольких частей, нужных для обозначения шарнира. Назначу 4 сегмента. Так выглядит хорошо.
И пока эти петли ребер выбраны, нажимаю Bevel, уменьшаю величину Fraction так, чтобы фактически разделить их до 0,1, иду в параметр сегменты и назначаю 2. Затем выбираю все эти центральные ребра. Готово. Теперь я собираюсь продолжать с инструментом Move, удерживая Ctrl. Используя среднюю кнопку мышки, перетягиваю по оси Z, что фактически стянет все эти выбранные ребра к центру объекта. Затем, чтобы закончить его, делаю двойной клик на каждый из этих петель ребер, разделяющих секции петли. Нужно скосить их, поэтому нажимаю Bevel, назначаю число сегментов равное 2 и уменьшаю размер фракций до 0,2 так, чтобы заострить их. Также нужно добавить петли ребер вдоль верхнего и нижнего торцов. Для этого достаточно выбирать только один сегмент и сделать двойной клик, чтобы выбрать всю петлю. Итак, скосим еще раз, уменьшим фракцию и добавим 2 сегмента, так что будет в общей сложности 3. Продолжим, выбрав всю петлю, и теперь можем просто перейти к инструменту Move и с Ctrl плюс D переместить выбранные вниз. Теперь выбираем обе эти петли, Ctrl плюс D, и перемещаем их на другую дверь шкафа. Пройдем на вид спереди, нажмем F для кадрирования и уточним положение петель. Следующее, что нужно сделать, это продублировать весь этот объект, отзеркалить и объединить все вместе. Теперь, какие части на самом деле нужно дублировать? Ну, центральную часть, конечно, нет. Она на самом деле останется сама по себе на месте. Так что пройду сюда, помещу это в собственный слой и скрою. Следующее, что собираюсь сделать, выбрать всю остальную геометрию вместе и сгруппировать в один объект, нажав Ctrl-G. Таким образом, как можете видеть, можем теперь дублировать и зеркалить эту группу с помощью команды Mirror в меню Mesh. Итак, выбрав эту группу в Outliner, переходим в Mesh Mirror, открывается диалоговое окно. Для начала сбросим все предыдущие настройки и назначим нужные для правильного отражения нашего объекта. Во-первых, хотим убедиться, что позиционирование осей зеркала установлено на World, мир, а не на объект. Далее, будем зеркалить объект по оси X. Мы здесь смоделировали положительную сторону X. Если включим сетку, то увидим темную линию, и эта сторона положительная. И хотим объединить все граничные вершины, когда они зеркально отобразятся. Нажимаю Apply и смотрим, что получилось. Можете видеть, что на самом деле получаем цельный объект, который собран из двух зеркальных частей, сшитых вместе. Далее, если нажмем клавишу 3, чтобы посмотреть на него с функцией Smoothing, сглаживания, то видим, что нет никаких странностей по стыкам, что увидели бы, если бы они не были сшиты вместе. Можем теперь избавиться от Image Plane здесь. И далее хотим скосить все ребра. Иду к виду на центральную часть и начнем с нее. Здесь нужны скосы, потому что они закругляют края и сделают объект более реалистичным. Выбираю его и проделаю подробно это один раз, а затем вернемся в уже завершенную скосами сцену, потому что это на самом деле очень повторяющийся процесс для всего. Сейчас выбираю все внешние ребра, хотя на самом деле на этой форме даже не нужно выбирать их по отдельности. Вот что собираюсь сделать. Выбрать его в режиме Object, перейти к Modeling Toolkit и Bevel. Это создает скос на каждом ребре объекта, назначаю число сегментов равное 2, чтобы убедиться, что получаем скос какой хочу, и число фракций понижаю до 0,2. Думаю, так должно быть неплохо. Теперь давайте выключим режим Wireframe и включим Shaded, так что действительно сможете увидеть эти красивые узкие блики, которые создаются скосами.
Теперь я собираюсь выйти из «Изолировать» и приостановить видео, чтобы вам не пришлось смотреть все, что делаю дальше. Я собираюсь последовательно пройти через каждую из этих форм и убедиться, что двери шкафа, детали отделки и книжные полки скошены для получения дополнительных деталей, которые нам нужны. Итак, мы вернулись в сцену, когда мной уже добавлены скосы ко всем этим объектам, благодаря чему получаем красивые закругления по всем ребрам шкафа, на дверях, на элементах отделки. И также я добавил еще одну небольшую деталь, которая на самом деле проста для создания. Это был куб, разделенный техникой, которую уже рассматривали не раз в этих видео, и к которому я добавил скосы по внешним краям. Таким образом, это деталь, которую вы должны уже быть в состоянии выполнить очень быстро, но она добавляет небольшую подробность к общей модели по фасадам каждой из этих дверей шкафа. Получение небольших закруглений всех углов вдоль всех поверхностей поможет их сгладить и подготовиться к окончательному проекту. Мы никогда не захотим иметь идеальный острый край чего-то, что будет видно зрителю. Вообще-то я оставил такие углы в глубине книжного шкафа, но в конце концов они будут закрыты книгами и другими объектами на полках, поэтому никогда их не увидим. Так что нет смысла добавлять дополнительную ненужную геометрию внутрь шкафа. Но все остальные части шкафа, включая основную конструкцию и накладные элементы отделки, имеют красивые маленькие скосы, которые будут добавлять блики, необходимые для реалистичного рендеринга.